Дорогие друзья, сегодня мы говорим об инфекционных заболеваниях, поскольку наша наука микробиология занимается лабораторной диагностикой именно инфекционных заболеваний. А современный способ изучения микробиологии – это наш видеоканал «Популярная микробиология и ЗОЖ». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Итак, инфекционное заболевание – это группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных, то есть болезнетворных микроорганизмов, вирусов и прионов. Чтобы патогенный микроб вызвал инфекционное заболевание, он должен обладать вирулентностью или ядовитостью, то есть способностью преодолевать сопротивляемость организма и проявлять токсическое действие. Одни патогенные агенты вызывают отравление организма экзотоксинами, как при столбняке, дифтерии, а другие патогенные агенты освобождают эндотоксины при разрушении своих микробных тел, как, например, при брюшном тифе. Характерные особенности инфекционных болезней. Инфекционные заболевания обладают рядом особенностей. Во-первых, эти заболевания обусловлены этиологическим фактором, то есть патогенным микроорганизмом. Во-вторых, обладают высокой контагиозностью или заразительностью, особенно при коре или ветряной оспе. В-третьих, протекают циклично. В-четвертых, лабораторная диагностика осуществляется микробиологическими методами: микроскопическим, бактериологическим, иммунологическим, биологическим. В-пятых, инфекционные заболевания не передаются по наследству. В этом играют роль механизмы наследственной невосприимчивости. Вместе с тем, заразные болезни передаются от матери к плоду через плаценту или во время родов, как при сифилисе, брюшном тифе или вирусном гепатите. Классификации инфекционных болезней. Существуют самые различные классификации инфекционных заболеваний. Остановимся на них. Классификация Громашевского. Кишечные инфекции – это холера, дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз. Инфекции дыхательных путей: грипп, аденовирусная инфекция, коклюш, корь, ветряная оспа. Кровяные: малярия, ВИЧ-инфекция. Инфекции наружных покровов: сибирская язва, столбняк. С различными механизмами передачи: энтеровирусная инфекция. По природе возбудителей инфекционные болезни классифицируются на прионные – это болезнь Крейцфельда, Якоба и Куру; вирусная – коронавирусная инфекция, грипп, парагрипп, корь,
вирусные гепатиты, цитомегаловирусная инфекция, бактериальная, чума, холера, дизентерия, сальмонеллез, стрептококковая инфекция, стафилококковая инфекция, протозойная, амебиоз, криптококкоз, токсоплазмоз, малярия, грибковые или микозы, эпидермофития, аспергиллез, кандидоз, мукоромикоз, хромомикоз. По локализации инфекции бывают кишечная, брюшной тиф, сальмонеллез, эшерихиоз, дизентерия, легочная, грипп, ОРВИ, ветряная оспа, корь. Трансмиссивная, ВИЧ-инфекция, чума, малярия. Заболевания наружных покровов, сибирская язва, столбняк. По источнику инфекции заболевания подразделяются на зоонозные, когда источником является животное, сибирская язва, бешенство, бруцеллез, тулеремия. Антропонозная – это инфекции, источником которых является человек. Дифтерия, брюшной тиф, корь, холера. Инвазивная – вызываются паразитами, клещами, простейшими насекомыми. В отдельную группу выносят особо опасные инфекции, их называют карантинными. Эта группа характеризуется небольшим инкубационным периодом, высокой скоростью распространения, тяжелым течением и большим процентом летального исхода. Всемирной организации здравоохранения к этой группе отнесены коронавирусная инфекция, холера, вирус Эбола, чума, натуральная оспа, некоторые типы гриппа, желтая лихорадка. Симптомы инфекционных заболеваний. Симптоматика инфекции настолько разнообразна, что, несмотря на свою яркую выраженность, зачастую очень тяжело определить вид. А ведь это связано с выбором метода лечения. В современной медицине известно более 5000 инфекционных заболеваний и около 1500 их симптомов. Это свидетельствует о том, что одни и те же симптомы проявляются во многих болезнях. Эти симптомы называются общими или неспецифическими. К ним относят повышенная температура тела, общая слабость, снижение аппетита, озноб, нарушение сна, мышечная боль, ломота в суставах, тошнота и рвота, повышенное потоотделение, головокружение, сильные головные боли. Но особенную ценность при диагностике инфекционных заболеваний имеют патогномоничные симптомы. Это признаки, характерные только для какой-то одной формы инфекционной патологии. Например, пятна бельского филатового коплика на слизистой ротовой полости характерны только для кори у маленьких детей. А для коклюша характерен особый кашель, судорожный, с репризами. При столбняке
характерным симптомом является выгибание спины или опистотонус. При бешенстве отличительная черта – это водобоязнь. Патогномоничные симптомы известны для большинства инфекционных заболеваний, и о них должен знать доктор. Кроме всего прочего, существует группа симптомов, которые занимают промежуточное положение между общими и патогномоничными симптомами. Именно поэтому очень важны методы микробиологической диагностики. Ведь защитная сила организма у людей разная. Если иммунная система слаба, то организму не хватает сил бороться с патогенными микробами. А бывает, что иммунная система неадекватно активна и начинает воспринимать ткани собственного организма как чужеродные. Возбудители инфекционных болезней. Возбудители инфекционных болезней – микроорганизмы, которые относятся к царствам эукариотов. Это простейшие, то есть одноклеточные микроорганизмы, лишенные дифференцированной клеточной стенки. Это грибы. Царство прокариотов. К ним относятся бактерии с тонкой клеточной стенкой, коки, палочки, извитые формы, рикетсии и хламидии. Бактерии с толстой клеточной стенкой, то есть грамположительные, коки, палочки, актиномицеты. Бактерии без клеточной стенки, микоплазмы. И третье царство – это вирусы. Благодарю за внимание.